Две сцены, посвященные смерти Исаака в среднем регистре второй Травеи, Северной стены, Верхней церкви базилики святого Франциска в Ассизи, резонно считаются, во-первых, шедеврами, во-вторых, извините за каламбур, из ряда вон выходящими. Их основанный на красном колорит уже подсказывает, что здесь работал какой-то особенный мастер, ведь все вокруг в основном голубое. На самом деле, глаз знатока 1300 года, назовем его удобства ради готическим глазом, конечно, чувствовал стилистическую разноголосицу. Лишь отчасти она связана с хронологией работ – масштабных, дорогостоящих и спешных. Базилику строили всем миром не только францисканцы, но и римская курия. Здесь нет места случайностям, но здесь было место для экспериментов и для самовыражения, самоутверждения старых и новых мастеров. И очень может быть, что здесь могли встретиться и авторитетные художники Чимабуэ и Якопо Торрити, и знаменитый скульптор Арнольфо ди Камбио, и молодой, но невероятно одаренный и смелый Джотто. Именно вокруг этих двух сцен во весь рост встал и до сих пор стоит вопрос о Джотто, то есть о том, какое именно участие великий мастер мог принять в росписи Верхней Ассизской базилики. В основе двух сцен рассказ 27 главы книги «Бытия» о смерти праотца Исаака. Вспомним вкратце содержание. Патриарх почувствовал приближение кончины и послал старшего, Исава, наловить дичи, приготовить любимое кушанье и получить за это отцовское благословение. Ревекка же, жена, болела за младшего, за Иакова. Услышав мужа, она подговорила сына на обман. Иакова нарядили Исавом, руки покрыли шерстью козлят, тот принес кушанье. По голосу отец не верил, но по косматым рукам и по запаху одежды учуял и признал старшего. И благословил царствовать над полями и племенами. И по возвращении Исава ложь открылась, вышел скандал, Исав в сердцах пообещал убить обманщика брата, тому пришлось бежать в Месопотамию к Лавану. История эта раскрывается в двух сценах, и это уже важно. Ветхозаветный рассказ в монументальной живописи всегда есть выбор сюжетов, основанный на целом ряде обстоятельств – финансовых, организационных, идеологических. В Ассизе ветхозаветный цикл, естественно, согласуется типологически с новозаветным циклом и с житием святого Франциска, основателя ордена. Поэтому конкретные сцены из жизни святого тоже тщательно отобраны и озвучены в красках, воспринимались как раскрытие библейской истории здесь и сейчас, в Умбрии конца XIII века. Таким образом, история Исаака, Иакова и Исава визуально и по смыслу соотнесена с ключевым моментом в истории францисканского движения, официальным вхождением Франциска и его собратьев в историю христианской церкви. Перед нами самые антикизирующие по стилю фрески во всей базилике. Лежащий Исаак как бы списан с античной персонификацией реки, очень похож на лежащего Тибра на римском Капитолии. Этот прием самый модный в пластике и живописи Италии конца XIII века, словно предвестие большого Ренессанса. Античное божество превратилось в иудейского праотца. Приглядимся к лицу незрячего Исаака. Он в буквальном смысле слова слепое орудие промысла Божьего. Слепота его выражена не просто закрытыми веками, у него трахома. Вполне настоящая трахома, переданная очень точно, как пленка между веками, покрывшая глазное яблоко. Нимбом выделены только он и обманщик Иаков, потому что именно они обеспечивают преемственность, ход, движимый промыслом истории. Иаков в своих странных перчатках и шарфе внимательно смотрит на отца, словно понимая, что вершатся судьбы человечества. Ревекка приоткрывает задний занавес, придавая сцене одновременно жизненность и театральность. Мы присутствуем на зрелище истории. Исав появляется на следующей сцене, но ничто не говорит, что он вернулся с охоты. Ничто не намекает на скандал, который должен прямо сейчас разразиться. Это не обиженный наследник из книги «Бытия», отстаивающий свои права криком и угрозами. Он просто подает заказанное кушанье, такая невинная бессловесная жертва промысла, перед которым он бессилен. Младший брат, вышедший обманом в старшее, выходит из помещения вместе со своим нимбом, видимо, готовый выполнять возложенную на него миссию. К сожалению, плохая сохранность не позволяет нам узнать выражение его лица. Очень бы хотелось. Между ним и Исавом стоит девушка с кувшином, прекрасная, как римлянка,
Вроде бы соучастница, но точно не Ревекка. И можно предположить, что она помогала на кухне, но ее нет в тексте, нет и в предшествующей иконографической традиции. Она фигурирует и в предыдущей сцене, помогая Исааку привстать на постели для благословения. Соучастница, спрятанная наполовину за главной фигурой, причем так, что лицо наполовину скрыто нимбом патриарха. Но представим себе, что ее заменят 2-3 подушки, чтобы его приподнять, и все станет намного скучнее. В сцене с Исавом она делит группу пополам, она одновременно сосредоточена на том, чтобы не уронить свой кувшин, и смотрит на происходящее, в то время как Ревекка с младшим выходят, добившись своего. Она стоит ровно посередине композиции, явно что-то нам подсказывая. Она как бы объективная, стоящая над партиями свидетельница в судебном разбирательстве. Или ремарка, вложенная античным трагиком в уста хора, как бы комментарий к репликам и жестам актеров. Ревекка тоже что-то вроде бога из машины. На первой сцене она входит из-за кулис и принимает участие в происходящем, являя нам, зрителям, зрелище истории. Ее лицо тщательно выписано, она женщина на пороге старости, мы это видим. При этом, отодвигая занавес, она вообще-то переживает ключевой момент в собственной жизни. Да, она пошла на обман по личным соображениям, следуя личной привязанности. Все в ее жизни решается прямо сейчас, у нее и у нас на глазах. Не мировая история, а ее личная. И несмотря на осыпи красочного слоя, мы при желании и, вооружившись приличным биноклем, можем считать на ее высохшем лице сдержанное, но явное напряжение. И уже этим она нам, зрителям, подсказывает: смотрите и судите сами. Сколько динамики и жизненной силы во всех этих добавлениях к библейскому рассказу. Их можно было бы числить по разряду житейских деталей или художнических находок, эдаких тур-де-форсов, если бы не идеологическое значение диптиха в убранстве великого храма, едва ли не важнейшего живописного комплекса Италии конца XIII века. Фактически художник интерпретировал по-своему авторитетный священный текст, придав сюжету новые психологические, гуманистические нюансы. В этих нюансах и следует искать зарю Возрождения. Разворачивая и сводя фигуры на свой лад, придавая этим воплощенным жестам и позам психологические коннотации, мастер фактически вывел живопись на новый горизонт. Он уместил в своих пространственных коробках само время. Зачем францисканцам понадобился акцент на неправильном благословении и незаконном преемстве? Франциск ушел в лучший мир не старым, но последние 2 года он потерял зрение и под конец фактически не мог сам ходить. Минориты 1290-х годов видели в старом Исааке прообраз собственного отца-основателя. Он благословляет не того, кого хотел, обманутый после трапезы, но благословение – юридический акт, не просто жест. Его не повернуть назад. Точно так же, согласно францисканским текстам и преданию, Франциск после трапезы благословляет не того. В результате его преемник в ордене, брат Илья из Картоны, поведет орден по неправильному пути и будет отлучен от церкви. Все эти человеческие ошибки не отнимают мудрости у божественного промысла. Францисканский орден, распространившись по всей Европе за 2 поколения, мнил себя как минимум спасителем церкви, если не всего человечества. Несколько слов об архитектуре во фреске. Многие сцены в Ассизе включают в себя постройки внутри, снаружи. Но только здесь изображена постройка, у которой снята передняя стена, и нас приглашают зайти в комнату. Если приглядеться, цоколь на переднем плане выше прекрасно выписанного основания ложа. А это значит, что перед нами именно интерьер в перспективе. Архитектура здесь не придаток к фигурам, она их вместилище. В этом радикальное новшество даже по отношению к францисканской иконографии, не говоря уже о романской и готической классике. Мастеру понадобилось поместить сцены в оптическое новое пространство, выделенное живописно, не подчиняя фигуры стене. Благодаря этому фигуры обрели новый для своего времени объем, плотность, телесность, естественность. А заказчики на это согласились. Но почему? Если в глаза бросалось это архитектурно-пространственное решение, не менее броским было и использование красного цвета. Он обволакивает фигуры, выделяет силуэты, лица, жесты. Христианская экзегетика видела в Иакове христианский народ, в Исаве
отверженных иудеев. Однако Августин, главный авторитет Бонавентуры, главного авторитета францисканцев XIII века, видел в них добрых и плохих внутри одного народа, а в Ревекке – церковь, которая выносила обоих и отвечала за обоих. Выходит, что добро и зло, верность и обман, прямота и подвох – все это уживается в нас, внутри одного социума. Перед нами, возможно, первая психологическая драма в истории христианской живописи. С вами был Олег Воскобойников. Программа «Бог в деталях». Смотрите наше следующее расследование через неделю и подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».